Hey, it's Nina, welcome to the channel. I just wanted to pop in here for a minute to give you some important information on how you can watch this video. First of all, this video has full Russian and English subtitles, so if you don't enjoy my voice or don't like what I'm saying, you can just turn the sound off, put on some music that you enjoy and still watch the video. Moreover, I prepared a full Russian and full English script for the video that you can read on my Patreon. This is completely free. All you have to do is just go there and find the texts by the link. And even more so, I prepared a marvelous historical and cultural commentary on what I'm showing in the video. I also think it's a great read and I'm quite proud of it. I would like the internet have more of it, so please go and check it out. Also, like I said, you don't have to pay for anything, but if you subscribe to my Patreon or donate me via Buy Me a Coffee, this is super welcome because tips are fun and money is a great motivation to work, you know? So I'm disappearing from here and enjoy the video. Bye! Запомните этот монастырь. К нему мы еще вернемся в конце видео, и он важен для нашей прогулки сегодня. А пока мы идем дальше. Всем привет! Сегодня 26 октября 2023 года, четверг, и мы находимся в центре Москвы, на Бульварном кольце, на Рождественском бульваре. У меня были дела здесь недалеко, а сейчас я свободна, и мы с вами идем гулять. Сегодня я покажу вам этот бульвар. Мы пройдем его туда и обратно, посмотрим, что здесь есть. В конце видео мы увидим монастырь и место в центре Москвы, где раньше была река. Сейчас реки там уже нет, а я расскажу, куда она исчезла, и покажу, как она сформировала город сегодня и что находится на ее месте. Итак, мы идем по Бульварному кольцу. Почему это называется кольцо? Оно состоит из разных бульваров. Один бульвар переходит в другой, и они соединяются друг с другом вокруг центра Москвы. Так получается кольцо. Сегодня я покажу вам Рождественский бульвар. Слово «рождественский» может напоминать вам слово «Рождество», и это правильная ассоциация. Этот бульвар называется Рождественским в честь монастыря, который здесь стоит. Это тот монастырь, который мы с вами видели в самом начале видео. Кстати, сейчас мы с вами видим уже другой монастырь. Это одна из церквей Сретенского монастыря. Скоро посмотрим на него поближе. И если мы пойдем дальше, то следующий бульвар будет называться Сретенский в честь этого монастыря. Вы уже заметили, что на Бульварном кольце стоит много монастырей. И это не случайно. Как вы знаете, исторически монастыри строили не в городе, а за ним. Так вы можете понять, что когда-то, очень давно, это место было границей Москвы, а сейчас это уже центр. Вот почему я так люблю гулять по Бульварному кольцу. Здесь можно увидеть и почувствовать всю историю города. А вот посмотрите, еще одна церковь, тоже очень древняя. Эта церковь была построена в 17 веке. Во время Советского Союза, конечно, никакие церкви не работали. Многие церкви снесли, эту оставили, но она функционировала как один из музеев. А мы с вами дошли до Сретенского бульвара. Вот он перед нами. Сейчас мы проходим автобусную остановку. Она называется Сретенские ворота. Сейчас расскажу почему. Когда-то Москву защищали городские стены. Их было несколько уровней. Вы знаете Кремль. Вокруг него была стена Китай-города. А здесь, на этом месте, шла стена Белого города. Она шла вокруг всей Москвы, и въехать в город можно было только через ворота. Когда в XVIII веке эту стену снесли, и сейчас от нее ничего не осталось, на ее месте организовали бульвары. И так появилось Бульварное кольцо.
А некоторые площади, на месте которых раньше были ворота в город, до сих пор называются так. Например, мы с вами прошли остановку Сретенские ворота, потому что эти ворота были возле Сретенского монастыря. А вот и Сретенский монастырь. Сам он очень древний, но церковь, на которую мы смотрим, построили совсем недавно. Ее открыли в 2017 году. Во время Советского Союза здесь находилось здание НКВД, и людей расстреливали прямо на территории этого монастыря. Поэтому позже здесь решили построить церковь на крови. А вот перед храмом стоит фотовыставка. Эта фотовыставка посвящена царской семье, последнему российскому царю Николаю II и его семье. Выставка о том, как они занимались благотворительностью и помогали людям. Мне очень нравится гулять по Бульварному кольцу. И не только потому, что гулять здесь просто приятно. Я думаю, вы со мной согласны. Посмотрите, как здесь красиво, достаточно тихо, уютно. Но еще и потому, что это место связано с совершенно разными моментами истории России и истории Москвы. Например, сейчас вы видите дома, это старые усадьбы. Они были построены в XIX веке богатыми и известными людьми того времени. Часто на таких домах можно увидеть таблички, с какими историческими событиями они связаны или какие известные люди в них бывали. Например, когда я гуляю по Бульварному кольцу, я всегда думаю об Александре Сергеевиче Пушкине, который тоже гулял здесь 200 лет назад и бывал во многих этих домах. Во время жизни Пушкина Бульварное кольцо было еще новым, его только недавно организовали. А теперь многие уже и не знают, что было на его месте раньше. И вот мы уже возле Рождественского монастыря. Посмотрите на эти красные стены, я их очень люблю. Монастырь стоит здесь с XIV века, хотя, конечно, архитектура, которую вы видите, появилась позже. Не знаю, когда появились эти стены, я не нашла информации, но мне нравится, что они напоминают о том, что когда-то в Москве было много исторических стен, которые, к сожалению, мы потеряли. И посмотрите, как этот красный кирпич красиво смотрится с осенними листьями. А справа вы видите здание, которое построили уже в начале 21 века. Оно выглядит странно, и это нормально для Москвы 2000 года строить здания со странной архитектурой. И вот вы можете заметить, что дорога идет дальше вниз, и мы смотрим и видим панораму сверху вниз. Это потому, что мы идем там, где раньше был высокий берег реки Неглинка. И река сейчас была бы перед нами и текла справа налево, до Кремля. Улица, где раньше текла река, сейчас называется Неглинная. Раньше, когда здесь была городская стена, в ней была арка, через которую река протекала. Это место называлось Труба, хотя настоящей трубы там еще не было. Поэтому площадь, которую вы видите, называется Трубная площадь. Но куда исчезла эта река? На самом деле она все еще существует. Но в XVIII веке ее, иронично, убрали в трубу. Теперь она течет под землей. А вот это бирюзовое здание символично по другой причине. Сейчас это небольшой театр,
не самый известный. Но зато в XIX веке это было здание ресторана и отеля. Здесь вы видите табличку, что оно связано с именами разных известных людей России того времени. Но больше всего этот ресторан известен тем, что в нем работал шеф-повар Люсьен Оливье, который изобрел знаменитый русский салат оливье, символ России. Так что салат оливье появился именно здесь, а мы идем дальше.